Доброго времени суток, добро пожаловать на канал Таро Гадание Инфо. Всем хорошего настроения, процветания. Спасибо за то, что вы со мной, за поддержку канала, за комментарии, лайки, подписки. Кто еще не подписался, пожалуйста, подпишитесь. По новым правилам YouTube, один ваш лайк дает возможность предложить мое видео 10 девочкам. Поэтому подпишитесь и поставьте лайк, пожалуйста. Спасибо. Тема сегодняшнего расклада. С кем из моих друзей мне нужно быть осторожней и почему? Может быть, какое-то как предупреждение для вас будет. Для начала я сделаю вашу сигнификацию. Если срезонирует, вы себя узнаете, значит, есть смысл смотреть до конца один вариант. Какая девочка пришла на расклад? Такие странные карты на вас падают. Показано, вы человек, для которого очень важно в семье поддержка, уважение, сами готовы давать поддержку. Для вас очень важно гармоничные отношения, родственные связи. Для вас это все не пустое место. Вы стремитесь к тому, чтобы быть счастливой в семейной, как скажем так, в семье, в семейных взаимоотношениях. Но тут дело в том, что не получается, какая-то проблема. Именно сейчас нет этого счастья, нет наполнения, нет удовлетворения. Вот именно взаимоотношениями с очень близкими людьми нет этого. Наоборот, как разочарование есть. У кого-то разочарование в эмоциональном плане, у кого-то материалка, мягко говоря, хотелось бы получше, постабильнее, как-то так. Хотелось бы, может быть, себя чем-то баловать, а тут я этого не вижу. Почему-то это как будто бы запрос на одно есть, а нет воплощения этих желаний. Результат, не буду говорить плачевный, но результат совсем не тот, чего вы ждали, ожидали. Вот как будто бы это совсем другое. Но, девочки, тут как будто бы ваше желание идет по компасу выйти из этой тяжелой ситуации, нащупать вот этот путь, выход, свет в конце туннеля увидеть. По компасу ищете как-то решения. Кто-то, может быть, даже в психологии какие-то смотрит передачи, книги читает, да, статьи какие-то. Кто-то в эзотерику пошел, как будто бы хотите выйти из этого. Тут Луна, и как будто бы запутались в паутине. Вот такое ощущение, как будто бы у кого-то даже идет проработка в плане по Луне. Знаете, это как, может быть, анализируете, почему вы попали в какую-то или попадаете в одни и те же ситуации. Тут как будто бы идет такой глубокий анализ уже. Опять-таки, у кого-то материал, когда хотелось бы быть финансово независимой, стабильной. Так, если на вас Луна, покровитель женщин, женственная, манка, загадочная вы, женщина, которая, кстати, у кого-то, может быть, зависимости проходят разного рода. Так, по Луне, компас. Тут как будто бы, девочки, кто-то в принципе сейчас как не то, что там итог подводит, да, какой-то этап жизни закончился, и вы стараетесь разобраться, куда, к чему меня привела жизнь, мои поступки, я там так повернула, в ту сторону. С тем человеком так себя повела, к себе там приблизила кого-то, а кого-то оттолкнула. Как будто бы какой-то анализ глубинный проходит у вас сейчас, и вы стараетесь где-то даже, я же говорю, как разобраться, почему я сейчас нахожусь в такой ситуации, что этому предшествовало и куда, к чему я иду. Сама по себе женщина ценная, по карте презент, подарок. Будто бы, правда, у вас очень много есть достоинств. Другое дело, как вы этим ресурсом, тем, чем вас наделили высшие силы, там, папа с мамой, генетика, да, сочетание этого всего в вас, как вы этим распоряжаетесь. Как будто бы с этим большой вопрос, как-то Тут как бы более практично женщина как-то рационально подходила к своей жизни, к своим каким-то ресурсам. Опять-таки, там, где нужно, может быть, давала шансы. Там, где не нужно, вообще закрывала свое сердечко, да, и не давала ненужных этих же шансов.
ненужным людям. Тут так как-то показано тоже это все. Так, сейчас я спрошу, о чем это подарок. Кто-то ждет подарка подарка от небес. Ну, разного рода подарки, да. Да что ж ты будешь делать? Ждете подарков, а прилетают бумеранги. Так, ладно, презент о чем? Но опять-таки я спрашиваю, это вы подарочек? Вот женщина, которая в свое время безудержно раздавала свои ресурсы. Я же говорю, где-то кому-то какие-то шансы, где-то добрая душа, душа нараспашку приходила на помощь, где-то, знаете, такое ощущение, как будто бы писали это черновик жизни. И сейчас подходите к такому какому-то периоду в своей таки жизни, доходит до вас, что ага, вот уже нужно чистовик давно писать, а я все черновики пишу, как будто бы карта расхода и очищения. Я же говорю, где-то как-то себя так вели, даже неоправданно щедро. Вот тут мне так идет, девочки. Не знаю, это может касаться опять-таки материалки. И была возможность, может, поднакопить на что-то такое, знаете, солидное в плане, уже не знаю, недвижимость, может, транспортное средство, еще что-нибудь. А вы могли, вот как тут, я же говорю, кто-то мог даже не то, что там растранжирить средства. Сейчас вы мне пишете, у меня их и не было там особо никогда. Тут вот почему-то показано вот вообще, как будто бы женщина жила вот ну, почти как одним днем, могла жить, вот старалась или в принципе не задумывалась. Сейчас как приходит очищение. Мне идет, я не хочу это все к финансам сводить. Мне идет как будто бы вообще вот какое-то такое отношение к жизни было, ну, поверхностное, значит, может, не особо осознанно, не особо вы там задумывались о взаимосвязи, там, вашего поведения, ваших поступков, ваших взаимоотношений с кем-то. И конечной цели, к чему вы идете, приходите, вот такое, как будто бы сейчас как меняются вот эти модельки, ваши модель поведения, восприятие мира, восприятие отношений между мужчиной и женщиной. Вообще-то тут подарок, я не знаю, тут карта. Это? Какой-то у меня мужчина вышел, воин, который, скорее всего, не стал, извините, как сильно вкладываться в отношения с вами, не особо дорожил вами. Воин — это типаж мужчины, который больше заботится о себе, он больше разрушает, чем созидает. Может, надежды были в связи с ним там, на построение отношений, или, по крайней мере, какие-то гармоничные. Или же там вообще мечтали о том, что тут и карты подарок, еще так двойственно. Знаете, кто-то мог его воспринимать как подарок, да, изначально одним воспринимали, а потом при ближайшем каком-то рассмотрении, при каких-то коммуникациях, при сближении до вас дошло, нифига он не подарок совсем, ну, как будто бы что-то тут такое может пройти. И воин — это же мужчина с холодным рассудком, холодное сердце, рассудок. Вокруг него могло быть очень много сплетен, у вас с ним какие-то отношения такие, которые, может быть, вызывали у окружающих очень много вопросов, у кого-то зависть, сплетни. Вообще подарок на вас, тоже тут карта такая, как будто бы вы учитесь, у кого-то идет, открываются глазки на саму себя, при том, что вы знаете, какие у вас там положительные стороны. Но опять-таки вам интересно, может быть, как развивать по карте книга, чему-то обучаться, как-то это во что-то, как это сказать, не преобразить, а в общем, для вас очень важно не сидеть на одном месте, не зацикливаться на чем-то, в каком плане, развиваться, тут духовный рост, может быть, по карте книга обучение чему-то новому, познание, самопознание, какие-то, опять-таки, новые, интересные, какая-то новая интересная информация, вот как будто бы вы это все поглощаете, вы все внутри, ну, как вам сказать, преобразуете, да, вот такое как будто бы. И
по факту вы понимаете, что вам это интересно, вам бы хотелось идти в развитие. Скоробей, ваша ценность от этого еще более растет. Тут такой, как будто бы женщина могла раньше, в прошлом, ну, как будто жить, особо не задумываясь. Кто-то в зоне комфорта, кто-то как по течению плыл. А сейчас, как с течением каких-то обстоятельств, вы пришли к какому-то результату, и вас он не устраивает, этот результат. И тут есть запрос на рост, развитие, может быть, ну, скоробей, при том, что вы понимаете, вот вы не пустышка. Тут женщина, которая, тут глубокий внутренний мир, тут карта книга и скоробей, это же духовный рост. При всем при этом, вот при наличии вот этого, всех качеств, почему-то у меня карта маска. Я уже не знаю, с чем это связано. Это чем? Ну может быть, говорите, не хочу лишний раз никому о себе много рассказывать, не хочу кого-то подпускать. Кто-то боится элементарно, там какие-то планы, цели поставил, и ну, то есть не то, что фантазия, это прям мечта какая-то, он к ней идет. При этом старайтесь в маске как ходить, никому об этом не говорили, для того, чтобы, как это правильно, по-русски слово, ну, не спугнуть удачу, да, может быть, у кого-то кто-то боится зависти, кто-то элементарно говорит, сейчас расскажу, оно не исполнится, да, как-то так, подчиняетесь где-то законам социума, ну, в принципе, говорите, я хочу там, вот у кого-то там цель, мечта одна, говорит, я стараюсь идти за этой мечтой, я стараюсь что-то делать для того, чтобы эта моя мечта реализовалась. Мне нравится. Молодцы. Так, девочки, давайте смотрим, с кем из ваших друзей вам нужно быть осторожнее. Почему? Так, с кем из ваших друзей вам нужно быть осторожнее? С кем? И почему? Почему вам нужно быть осторожнее? С кем из ваших друзей вам нужно быть осторожнее и почему? С кем из ваших друзей нужно быть осторожнее и почему? С кем из ваших друзей нужно быть осторожнее и почему? С кем из ваших друзей нужно быть осторожнее и почему? Так. Смотрим. Так, с кем из ваших друзей нужно быть осторожнее? Тут у меня идет подруга, ну, подруга, знакомая, но друзья, да, мы смотрим друзья, подруга. Женщина, которая сейчас как будто бы не может получить то, о чем она мечтает. Знаете, тут вечная невеста карта вышла. Не в том плане, что она там не замужем, или она там никогда не была замужем. Нет, тут другое. Тут как будто бы женщина где-то становится как заложником. Уж не знаю, не то, что там образа нет, но заложник какой-то ситуации, в которую она попадает неизменно. Отчасти в этом всем она виновата и сама. Так, объясню. Женщина внешне может быть привлекательна, ну, с интеллектом все в порядке. Какие-то, в принципе, она обладает какими-то качествами, но она конкурентоспособна, она интересна, но почему-то вот как будто бы она не получает желаемое. Если у нее там желаемом там какая-то работа высокооплачиваемая или статус, да, какой-то у нее желание получить статус, или же выйти замуж там, вот как будто бы или она
хотела бы гармоничных отношений. Тут как будто бы у нее вот именно это не получается. Женщина сама по себе токсичная, женщина так, может как-то проявляться токсично. Тут женщины запрос, кстати, она может быть поддаваться страстям. Знаете, как будто бы сама себя не может остановить. Вот несет человека, вот для нее это очень важно, наполнение какое-то. Так, а ну давайте посмотрим сейчас, что за какого рода ограничения у нее. Вот тут как-то, смотрите, если она в стабильных отношениях уже, то ей там может быть скучно. Это длительные отношения, вполне возможно, партнер чем-то раздражает, выводит из себя, уже нет этого наполнения какого-то, и прям скука написана. И ей, может быть, очень бы хотелось карта огонь, страсти, где-то это на стороне, то ли в новых отношениях это заполучить. Вот как-то так, девочки. Карта сад, прям в социуме. Может быть, человек где-то подыскивает себе, присматривает какие-то варианты. Опять-таки, но ограничения существуют. Как будто, смотрите, у нее есть ограничения. Ну, то есть это брак законный, или какие-то отношения. И карта страсти. Ограничения она не может вот найти вот эту вот какую-то там свою половинку в плане страсти, секса какого-то, вот такой, а желание есть. Так, много работает, кстати, очень много человек работает. Сейчас, может быть, даже желание, она не может получить вот эту вот страсть, там, ну, какие-то, в общем, те интересующие ее какие-то отношения в интимном плане, она не может получить, поэтому где-то идет замещение. Человек с головой уходит на работу, в работу, может, одна, вторая, третья работа. Опять-таки, как становится человек как заложником, как в плену собственных каких-то иллюзий. Иллюзия, что вот-вот в ее жизни изменится, вот-вот что-то, ну, как-то так, что все будет, как ей хотелось бы. На самом деле сильная женщина, но почему-то вот такой сейчас может быть у нее период. Так, вот это вот что за озарение. Сейчас человек, может быть, даже обращается к высшим силам, просит небеса, боженьку, там, чтобы помогли, как-то куда-то ее вывели. Что за озарение? Ну вот почему-то опять такой же вот этот подтекст, такой же нюанс, тут нюанс, карта, тут страсть. Вообще огонь выходит, как будто бы и тут вот сила, эрос. Я уж не знаю, что это за подружайка у вас такая, ну как будто бы, вот смотрите, тут какое-то у нее как озарение пришло, от человека доходит, как будто бы дом, семья, аисты. Вот эта вся история какая-то у нее, вот именно, может быть, в семье, вот длительное время уже что-то вот уже не ладится как-то, ну карта карма. Какая-то тайная история, то, что, может быть, не хотела бы выносить на обозрение публики. Карта карма, какой-то урок вот в семье. При этом вот я так вижу по этим картам, мечта у нее какая-то, мечта, карта сила, опять на нее карта сила выходит. Сильная женщина, которая хотела бы не то что гармонично, вот почему-то вот у нее тут эрос секса, как будто бы вот у человека, знаете, у кого что болит, тот об этом и говорит. Тут как вот тут постоянно это какой-то страсть, секс, это и удача, как будто бы ей бы так хотелось, чтобы все сложилось в ее жизни, чтобы как минимум, в любовной сфере у нее тут что-то прорыв какой-то был, может быть знакомство с кем-то, может быть какое-то наполнение. Вообще такое по этим картам ощущение, что ну, если у нее рядом есть мужчина, да, она замужем, то либо у них давно не было интима, ну извините, или же он ее вообще не удовлетворяет, или формат какой-то ее не удовлетворяет. Она не может получить то, что ей хотелось бы. Вот подруги у ваши, вот сейчас такой период, оно как будто смешно, знаете, как прям, мне прям фраза из анекдотов, да, когда мужчины говорят, что нет ничего на свете хуже
неудовлетворенной женщины. Вот тут что-то такое, девочки. Это, понимаешь, оно звучит как-то нелепо, наверное. Ну, и такое бывает. Получается, эта женщина даже на фоне вот этого токсичный яд, какие-то ограничения, страсть, она может даже помимо того, что она уходит в деловую работу, она может быть и токсичной для многих окружающих, даже для вас. В каком плане? Если вы там, не приведи Господи, скажете, что у вас там вчера был там вечером какой-то секс под звездами, в общем, там яркий и со всеми, ладно, не буду, вытекающими отсюда последствиями, и насколько вас удовлетворяет ваш партнер, то тут точно, что превратитесь самого лютого в ее врага. Ну, тут, я понимаю, с одной стороны, звучит как детский сад какой-то. Ну, девочки, мы все живые люди, и тут у женщины вот такая проблема у вашей подруги. Уж не знаю, что так, ну, догадываюсь, так, наверное, бывает. Давайте посмотрим, почему вам нужно быть с ней поосторожней. Ну вот, они так прямо эти карты и показывают. Сейчас я вам. Потому что вот эта женщина, у нее сейчас, вот, ну то, что я озвучила, я даже не хочу, это как-то комично звучит, но вот тут по этой карте вот сочетание, это как будто бы она ждет, конечно, лучшего из того, что в нее жизнь должно прилететь, как будто бы. Но почему нужно держаться с ней, от нее подальше, с ней быть поосторожней? Потому что эта женщина, вот карта дом, и тут вот ведьма, ведающая, исцеление. Какие-то карты тут, отторжение, эго. Женщина исключительно может быть в моменте, вот какие-то у нее эмоциональные эти качели, у нее какое-то настроение такое будет. И она, в принципе, может быть, даже, вот, я же говорю, в доме, если тут карта дом, если у нее в доме какие-то неурядицы, ну, череда каких-то у нее разочарований в жизни, то вплоть до того, что женщина, даже если к вам испытывает нормальные какие-то эмоции в плане ваша подруга, да, тут где-то она может даже, ну, тут идет сочетание ведьма и исцеление, девочки, это как будто бы даже между строк, вот как будто бы она может в вас какую-то энергию подпитывать, где-то может стараться даже, не то, что там она порадуется за вас, а наоборот, вам может какие-то подбросить какие-то такие, знаете, комментарии негативные, которые вроде бы могут даже, так если отстраненно посмотреть, это ни о чем. Но вот сочетание этих комментариев, они могут обесценить то хорошее, что у вас есть в вашей жизни. Просто потому, что женщина, тут карта эгоизма и отражения. Потому что она может сравнивать вас с собой. Хотя это глупо сравнивать. У каждого своя жизнь, у каждого свои партнеры, у каждого свой путь. Но тут вот такое, как будто бы. И ей вот с ее эгоизмом, ей будет настолько это неприятно, что у вас где-то что-то ладится. Вот просто как вот в моменте. Не говорю, что она плохая, но вот какой-то у нее период сейчас такой вот. Поэтому говорят, аккуратней, сколько бы вы ни вкладывали, сколько бы ни старались сейчас быть для нее, ну даже не то, что там полезной даже. Тут вот такой какой-то подтекст идет. Полезной вы хотите быть. Вы хотите, может быть, улучшить ее жизнь, там, поддержать ее. А тут говорят, тебе за это никто спасибо не скажет. Наоборот. Она как будто бы вглядывается. Сейчас тоже у нее такой период какой-то, у нее переосмысление, вот в отражение. Она как будто бы проводит аналогии между своей жизнью, вашей жизнью. Ей бы тут карта эгоизм, ее прямо как будто бы клинит, сравнивая там вас, еще кого-то. Человека клинит, потому что она не понимает, почему, допустим, вам в чем-то везет, а ей нет. Почему-то у вас там есть какой-то, допустим, мужчина, и к вам так он проявляется, почему в ее сторону по-другому. Тут нет здравого смысла, девочки, тут какой-то есть женский вот такой вот, не знаю, прям какие-то эмоции, они женские, детские какие-то. Может быть, человек даже назло что-то сделать.
Ну вот просто вот как-то так. Тут карта соперничества, сравнения. Опять-таки по Луне. Почему держаться подальше? Потому что по Луне человек как будто бы не совсем, ну не буду говорить, что не в здравом уме, да, и не в светлой памяти. Но это какие-то зависимости, это как в тумане, это как вот все вместе вот сложилось негатив какой-то, и ей нужно кого-то в чем-то обвинить. Вы можете стать этим самым козлом отпущения. Почему это говорю? Потому что вот тут карта невиновной. Тут вот два черных лебедя терзают белого. Вы можете из самых лучших побуждений стараться там ее поддерживать, стараться там, не знаю, уж там чуть ли не какие-то карманным этим психологом стараться быть. А тут говорят, тебе за это спасибо, никто не скажет. Соперничество. Она сейчас может воспринимать вас как соперницу, хотя это глупо и нелепо. Опять-таки карта Луна и Остуда. Вплоть до того, что ну, я не думаю, что она тут прям дичь готова какую-то творить, чтобы у вас тоже что-то там не складывалось. Ну о чем это? Ну, как минимум, говорят, она может с вами общаться, но вы должны быть аккуратны. Почему? Потому что эта карта женщина, на самом деле, воительница. Она тоже вот тут может прочитаться как карта, которая женщина, которая не созидает, а разрушает, может быть. И карта маска. Она может быть вам там, ну, вы ее поддерживаете, она улыбаться там, что-то поддерживать, тоже общение. На самом деле, говорят, что истинные свои какие-то желания она будет скрывать. Для нее вообще тяжелая ноша сейчас может быть. Карта ценность, парусник, солнце. Вообще видеть как будто бы чью-то сейчас там реализацию, успешность. Вот для нее сейчас это большая проблема. Солнце, эгоизм, и тут эгоизм, соперничество. Она скорее сейчас не может порадоваться вашим каким-то достижениям. Скорее бы хотелось, чтобы у вас тоже не особо все ладилось. То есть я не говорю, что человека нужно вычеркивать из своей жизни, но как минимум нужно аккуратнее делиться о своих каких-то планах, достижениях, потому что тут у нее тяжелый период, у нее в жизни как будто бы многое не ладится, и ей очень бы не хотелось, чтобы кто-то тут блистал, кто-то тут рассказывал о том, как у него все хорошо. Опять идет какое-то соперничество, сравнение. При этом говорят, что вы можете построить свой путь, ну вы так и строите. Особо, знаете, не нужно ориентироваться на нее, на ее даже мнение. У вас своя жизнь, свой путь, у нее свой. Ее право это она там сравнивает, не сравнивает. Но просто говорят, что если вы будете не то, что там зацикливаться на ней или пытаться как-то, знаете, где-то быть доброй и в любом случае как будто бы жертвовать где-то своим временем, своими возможностями, своими шансами для того, чтобы типа ее не обидеть или типа ей угодить, или типа не потерять ее из вашей жизни, вот тут что-то такое, то говорят, что все равно добро тебе, ну, вам никто не отплатит, и она даже этого не поймет, она воспримет это как слабость. Тут как будто бы с этой женщиной нужно говорить из позиции силы, но не в том плане, что вы доминант, да, вы навязываете, а в плане того, что мы равноправные. Каждый из нас строит свою жизнь, свою дорогу прокладывает. Тут как-то так вот, девочки. Потому что женщина, на самом деле, вышли много раз карты эгоизма. Ну, то есть, когда у нее, допустим, хороший период жизни был какой-то классный, да, вполне возможно, ее вообще не трогала и не занимала, что там ваше происходит. И вполне возможно, вряд ли она там сильно зацикливалась, куда вы выстраиваете свою дорогу. А тут будто бы не нужно на себя применять роль этого спасателя. Вот эта вот карта тоже исцеление. Видите, женщина лечит больного. Вам как будто бы не нужно это. Потому что я же говорю, тут вам за ваше добро вы еще будете наказаны и биты. Ну, не хотелось бы, чтобы это так все звучало, но почему-то тут так показывают. Занимайтесь своими делами. Если нужна помощь, оказывайте, но при этом как будто бы лишнего про себя не рассказывайте. Она сейчас не в том периоде, когда она может искренне за вас порадоваться, или поддержать, или направить. Скорее всего, тут будет соперничество, скорее всего, тут будет негатив. В лучшем случае она маску оденет, и вы не узнаете ее истинных
каких-то проявлений, скажем так, истинных, вернее, даже не то, что проявлений, ее истинных эмоций в вашу сторону, вот, скажем так. Все, кому было интересно, полезно, ставьте лайки, подписывайтесь. Спасибо за то, что вы со мной. До новых встреч!